Всем привет! Сегодня хочу снять видео своей коллекции часов советского производства. В свое время мне нравилась эта тема, и когда была возможность, я приобретал часы. Начнем сверху вниз. Эти часы в свое время приобрел как рабочие, но оказались, что они не рабочие. Это электромеханические часы. Принцип действия электромеханических часов заключается в том, что они питаются от батарейки. Внутри электрическая схема. В конце этой схемы стоят электромагниты, и они толкают маятник. А маятник крутит стандартный часовой механизм. Ну, плюс также есть будильник. Будильник нажимаете на вот эту клавишу, настраиваете, насколько вам нужно. И в установленное время происходит звонок. Потом нажимаете на вот эту клавишу, и звонок прекращается. Эти часы работают от одной батарейки. Также на задней поверхности видим две крутилки. Одна для настройки часов, вторая для настройки будильников. И отверстие для точной регулировки хода. Это часы, как я уже говорил, не рабочие. Возможно, их можно починить. На лицевой стороне написано «Сделано в СССР». Часы «Слава». Вставил в часы батарейку. И чтобы показать вам, какой здесь звонок. Так. Думаю, под такой звонок проснуться легко. Так что часы частично рабочие. Большая батарейка. Так, идем дальше. Следующие часы Янтарь. Это очень красивые часы. Такие плавные изгибы. Дизайнеры техники постарались на славу. Принцип действия этих часов аналогичный предыдущему. Батарейка у них меньшая. То есть такая толстенькая, но маленькая. У меня такой батарейки нету. В принципе, их пробовал проверить от пальчиковой батарейки. Пальчиковая батарейка сюда входит. То есть этот хлястик, он поднимается вверх и входит. Но часы тоже не работают. Ну, покупала их как рабочие. Когда пришел домой, понял, что они не рабочие. То есть вот так, как сувенирчик. Ну или попытаться сделать. К часовщику я еще не ходил. Не знаю, насколько это как бы рационально. Можно, конечно, узнать будет. Ну, вот такие часы. Ну, дизайн очень красивый. Стеклышко поцарапано. Это пластик. Так, идем дальше. Следующие часы Слава. Так, 11 камней. Это механические часы.
Сзади мы видим клавишу для настройки часов, для настройки будильника, для включения-выключения будильника, для завода пружины часового механизма и механизма будильника. Но эти часы я покупал не рабочими, их не скрывали. Но я на то время, мне было интересно, почему они не идут. Я их вскрыл, но назад, когда собирал, то маятник, поломал маятник, там пружинка с маятником соединена, поэтому тут, в общем, мне оторвалась эта пружинка от маятника, и все. Теперь эти часы без маятника. Ну, может, их и можно сделать, тоже не знаю, рационально ли их делать. Так, идем дальше. Это часы наши. Это родители покупали еще для пользования часами. Сколько себя помню, всегда они у нас стояли. И можно было, даже когда, я помню, только учился считать на этих часах, всегда любил смотреть, сколько время. У меня родители говорят, насколько маленькая стрелочка, насколько большая. Ну и мы тогда, как дети были, с радостью отвечали. Часы рабочие до сих пор. Сейчас я поднесу к микрофону, чтобы услышали, как они тикают. Я думаю, слышно было. Так. Сейчас я попытаюсь завести будильник. Так, ну что, и нижняя стрелка, клавиша отвечает за настройку часов, а верхняя за настройку будильника. Ну, достаточно. Вот такого плана. Вот так люди раньше просыпались на работу каждый день, 5 дней в неделю, кто 6 дней в неделю. Так что часы делали на совесть. Если сколько время прошло, они все идут и идут. И будут идти. Сейчас эти часы требуют профилактики. Иногда останавливаются, но сейчас, на удивление, долго идут. Так, отлаживаем их в сторону. Так, следующие часы. Так, отсвечивает лампочка. Вот такие часы Янтарь. Это настенные часы. Очень красивого дизайна. Большие стрелки, цифры. Что мы видим? Здесь два крючка таких. А здесь вот этот механизм, который я рассказывал в самом начале. Тоже покупал часы как рабочими. Но меня очень уверили, что они рабочие. Когда пришел домой, вставил батарейку, то они уже, ну, они не рабочими оказались. То есть, может, эти часы и стоит отдать в ремонт. Так, ну и последние часы. Это часы Янтарь, электромеханические.
Вот такие красивые. Это часы как напольного типа. То есть они ставятся на шифоньер и работают в таком положении. Это крупные часы. Деревянный корпус. Такая задняя поверхность. И вот такой механизм. Это часы рабочие. Сейчас вставим батарейку и запустим их. Так, сейчас я поднесу свой микрофон. Ну и работают, конечно, эти часы работают тихо. Намного тише, чем современные некоторые кварцевые часы. Очень жалко, что сейчас промышленность перестала выпускать электромеханические часы. Я думаю, что люди, которым нравится такая техника, продолжали бы их покупать. Достоинство этих часов в том, что можно настроить точный ход регулировкой плюс-минус маятника. Эти часы в свое время я настраивал плюс-минус и настроил настолько точно, что они практически одни из самых точных были. Ну, конечно, после кварцевых. Там доли секунды. Вот такие вот часы. Так, на последние часы у меня с часами есть паспорт. Часы настольные электромеханические. Янтарь 65181. Изготовлены по ТУ 72 года. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Это помогает развитию канала. Подписывайтесь на канал. И всем пока.